Всем привет и добро пожаловать в городок Негро-он-Лейк, провинция Онтарио, Канада. За моей спиной плещется озеро Онтарио, которое сегодня бирюзово-туманное, но в ясную погоду вам повезет отсюда разглядеть центральную часть одного из крупнейших мегаполисов Северной Америки, город Торонто. Природа Канады прекрасна, спору нет, об этом снято множество разных фильмов, но я хотел бы вам сегодня рассказать о том, что было именно создано людьми на этой земле, и о том, что не может быть воспроизведено нигде, ни при каких других обстоятельствах со стопроцентной точностью. Я о виноделии. Это индустрия, которой еще не было 40 лет назад, на сегодняшний день продает на экспорт миллионы литров ультрадорогого вина. В чем секрет успеха? Что особенного в этом регионе и почему на него стоит обратить внимание и любителям, и специалистам, и производителям в нашей истории. Канада – одна из 8 стран, претендующих на Арктику. Но люди, основная часть населения Канады живет вдоль границы с США, не севернее широты Краснодара. К примеру, Торонто и Ниагарский полуостров, где мы сейчас с вами находимся, соответствуют Сочи, а самая южная точка Канады и виноградников на озере Эри соответствуют Барселоне и Северной Калифорнии. Так что я бы сказал, что Канада – это дружественный и гостеприимный юг. Поскольку людям здесь хорошо, винограду здесь еще лучше. Виноград относится к растениям естественного произрастания для Канады, то есть был здесь всегда. Первооткрыватели XVI века описывали его в своих работах, а первые переселенцы и монахи-иезуиты возделывали местные сорта для получения вина. В середине XIX века провинция Онтарио стала одним из крупнейших винодельческих регионов Северной Америки. И первый успех на мировой арене состоялся в 1867 году. К слову, в год формирования Канады в ее современном виде. Тогда на Всемирной выставке в Париже вина из Онтарио были названы лучшими французскими из всех нефранцузских вин. А как известно, для французов лучше французского может быть, разве что, наверное, только бургундское. В начале 20 века, в период Prohibition, как здесь называют сухой закон, розничная продажа алкоголя была запрещена. Однако это не вызвало ограничения производства. Наоборот, продажи были возможны для религиозных нужд и по медицинским показаниям, для чего нужно было всего лишь получить рецепт от семейного врача. Поскольку подобный рецепт появился практически у всех, то за время 11 лет Prohibition открылось 57 новых виноделин, нацеленных в первую очередь на объем производства, а не на содержимое. Новая эра виноделия началась в 1974 году, когда винодельня Иннискиллен, они здесь неподалеку находятся, получила первый после Prohibition лицензию на производство вина. К началу 80-х годов с ростом количества виноделин и продукции стал вопрос необходимости ее стандартизации и конкурентоспособности с мировыми лидерами. Поскольку к тому моменту апелляционная система устоялась уже в очень многих странах мира, в Канаде решили не изобретать велосипед, перенять этот опыт, но дополнительно его усложнить. Таким образом сформировался VQA – Vintners Quality Alliance, объединение виноделов за качество, так бы я его перевел. И впервые маркировка VQA появилась на винах урожая 1988 года. И снова Франция как мерило успехов. В 1991 году Riesling Eiswein получил Гран-при чести, Гран-при d'honneur на выставке в Бордо. И это вызвало бурю интереса к винной индустрии внутри страны, внутри Канады. И теперь всего лишь на чуть меньше, чем 7000 гектар здесь работает свыше 140 виноделин и еще гораздо большее количество фермеров, которые занимаются просто контрактным выращиванием винограда. Вот так вот всего лишь 50 лет усердия, кропотливой работы, честности на плечах нескольких энтузиастов, и золотой ключик у вас в кармане. VQA в провинции Онтарио не просто подтверждает факт происхождения вина из провинции Онтарио, оно еще и гарантирует минимальный уровень качества вина. В процедуре получения статуса VQA очень много нюансов, но, пожалуй, стоит отметить несколько из них. Во-первых, виноград должен быть выращен на территории апелляциона. Во-вторых, в производстве вина не были использованы вода и виноматериалы. В-третьих, физико-химические и органолептические свойства вина, показатели вина соответствуют составленному до этого эталону вина. Соответствующее заключение выдается лабораторией LCBO. Это розничный монополист в провинции Онтарио.
И надо сказать, что через эту же самую лабораторию проходит исследование абсолютно всех вин, абсолютно всего мира, которые поставляются в провинцию Онтарио. В квалификации этой лаборатории сомневаться не стоит. Далее, чтобы перевести понятие качества в какую-то осязаемую плоскость, регламентирует уровень содержания сахара на момент сбора урожая. Его здесь называют брикс. При этом, чтобы получить условный брикс, равный 20, нельзя смешать ягоду в равных пропорциях с содержанием 17 и 23. Это будет брикс равен 17 и 23, но не 20. И, пожалуй, последнее, чем меньше апеллясьон, тем строже требования к винограду и к вину. На сегодняшний момент в провинции Онтарио выделено 3 апеллясьона, в том числе Ниагара Пенинсула, на которой мы находимся. А ученые так и продолжают исследовать особенности почв, движение воздуха, топографию. И в итоге в 2006 году, после почти 25 лет работы, на территории этих 3 апеллясьонов было выделено 11 субапеллясьонов, чтобы подчеркнуть наиболее выгодные стороны каждого участка земли. Работа на сегодняшний момент еще продолжается, и вполне вероятно, что когда-то позднее и появятся новые апеллясьоны, и субапеллясьоны, и новые вина. Земля, воздух и вода – это то, что нужно, чтобы создать уникальную гроздь для последующего виноделия. Многие миллионы лет назад на этом месте колыхалось море, плавали различные организмы, и, погибая, они падали на дно, сформировав известняковое основание для почвы. Это критически важно для виноделия, для высококачественного виноделия, скажем так. В период последнего ледникового периода эта земля была покрыта льдом, и когда 15 тысяч лет назад, примерно 15 тысяч лет назад, ледник начал таять, он не ушел на юг. Он остался здесь, и пока оставался, пока таял, он перемешал все, что было под ним. Камни, остатки живых организмов, остатки растительной жизни какой-то, землю, которая некоторое время до этого была однородной. И таким образом теперь на участке всего лишь даже в пару гектар можно встретить 8 типов разных почв. Твердая глина, глина, суглинок, илистый суглинок, камни различной формы – это то, с чем виноделам здесь приходится сталкиваться постоянно. Нужно быть студентом своей земли, как здесь говорят. Осадки в виде дождя и снега в этом регионе выпадают осенью и зимой, не влияя на созревание винограда летом. В течение жаркого лета лозы полагаются на глубинную влагу. Озеро Онтарио, на берегу которого мы с вами сейчас находимся, самое маленькое из системы 5 великих озер, всего лишь 311 километров в длину и до 85 в ширину. Ну, по площади примерно половина Байкала. При этом это одно из самых глубоких озер в этой системе, до 244 метров. И эта глубина играет решающую роль в создании микроклимата на Ниагарском полуострове. Мы имеем континентальный климат с 4 ярко выраженными сезонами. Летние температуры гораздо выше 30, зимние существенно ниже 20 градусов мороза. И очень большой перепад дневных и ночных температур в течение года. На первый взгляд кажется, что это слишком грубо для массового производства высококачественного вина. Поэтому в качестве 5-го элемента на Ниагарском полуострове выступает в паре озеро Онтарио и Ниагара Эскарпмент. Он сейчас за моей спиной, вот такая вот темная полоска леса. Ниагара Эскарпмент – это выступ, это не разлом в земной коре. Он формировался многие миллионы лет. Природа его формирования такова, что в основании, твердое основание для почвы, каменистое, оно разное. И один камень оказался мягче, другой оказался тверже, и тот, который мягче, он немного просел. И сформировался такая ступенька естественная. Разница высот небольшая. Между максимальная высота Ниагары Эскарпмент и того места, в котором мы находимся, разница этих высот не превышает 130 метров. Но этого достаточно для того, чтобы воздух, который постоянно поднимается с озера Онтарио, упирался в Ниагара Эскарпмент
и спускался вниз, создавая круглогодичную конвекцию. Как работает озеро? В течение зимы озеро, конечно же, охлаждается, но оно не замерзает полностью. Поэтому воздух, который поднимается с озера, защищает лозы от полного промерзания. Далее, в течение весны и раннего лета, еще холодное озеро Онтарио отдает свой холод и таким образом откладывает начало периода созревания винограда. А затем в течение лета как бы не позволяет винограду очень быстро набрать сахар, развивая полнотелость и аромат, фактуру и аромат, растягивая удовольствие в этом наборе. А осенью, наоборот, уже прогретое озеро Онтарио отдает тепло и работает как обогреватель, продлевая винодельческий сезон созревания до второй половины октября, а в некоторых случаях и даже до первой половины ноября. Безусловно, Канада не изобретала айсвайн. Принятые в Германии правила производства были перенесены на Канаду с полным сохранением. Но стали здесь хребтом для всей винной индустрии, которая работает свыше 60 тысяч человек на сегодняшний день. Для получения айсвайн, в первую очередь, виноград должен поспеть до определенного содержания сахара, заранее установленного. Обычно это происходит для белых вин в сентябре. Затем наступает стадия фенольной спелости, в течение которой виноград набирает полнотелость и ароматность. Обычно это в октябре. И в ноябре, в первой половине ноября, наступает стадия позднего сбора урожая. Тогда виноград также может быть убран, и получится у нас сладкое вино позднего сбора урожая. Но во второй половине ноября температура в этом регионе стремится к нулевым отметкам, и дневная, и ночная. И в этот момент начинает рождаться магия вина. Потому что когда ягода замерзает, уровень минеральности резко увеличивается. А когда днем она оттаивает, она продолжает набирать сахар. Потом процесс снова повторяется. И это происходит практически до самого последнего дня на лозе, при температуре минимум минус 8 градусов Цельсия. Чем больше таких переходов, тем сложнее и комплекснее будет наше вино. Художник должен быть голодным, лоза страдать, а виноград для айсвайн должен замерзать в естественных условиях и никак иначе. Ферментация при низких температурах в случае айсвайн протекает приблизительно 10 недель, в отличие от приблизительно 10 дней для обычного белого столового вина. Мы снимаем это 27 ноября. 4 недели назад, с удивлением для себя немного, мы ходили в шортах и в футболках. Сегодня, как видите, пришлось немного утеплиться, да? Но ближе к Рождеству или к Новому году температура воздуха окончательно опустится к необходимым нам минус 8, минус 10 градусов, как мы любим. И весь виноград будет убран, конечно же, ночью и, конечно же, вручную. Канадский айсвайн – это не просто очередное сладкое вино, которых много на рынке. После буйства красок и ароматов на первый план выступает минеральность, которая от этого буйства красок оставляет лишь легкий след, смещая акцент в пользу сухого вина. В Онтарио производится 90% канадского айсвайн, а мировой спрос на это вино с 2010 года удвоился. Есть понимание, что это только начало. В Европе в основном это рислинг. Так исторически сложилось, и тому много причин. В Канаде основной сорт, из которого производят вино, айсвайн, это видаль. Известно, что один из родителей этого сорта, виноград из группы Vitis vinifera Юниблан или Требьяно, как его по-другому называют в Италии, а другой некий технический сорт винограда, который называется Сайбель 4986. Доподлинно нам неизвестна структура и порядок получения этого Сайбель 4986, но недавний генетический анализ показал, что в нем есть два представителя группы Vitis vinifera и два представителя
американских сортов. Таким образом, чисто математически Видаль, получается, на 3/4 принадлежит группе Vitis vinifera, самой распространенной винодельческой группе сортов винограда. Что ожидать от этого вина? Видаль вас встретит бурей меда, спелого персика и абрикоса. В рислинге стоит ожидать комплексные ароматы мармелада, тропических фруктов, меда и цитрусовых. В Gewürztraminer вас встретит ноты личи, розовых лепестков и специй. Но производство айсвайн белыми винами в Канаде не ограничивается. В отличие от европейских стран, в Канаде производят и красные айсвайн. В Каберне Савиньон вас встретит шквал черешин, малинового джема и специй. Очень интересное сочетание сладости и остроты. В Каберне Франц стоит ожидать спелые красные фрукты, ноты малины, клюквы и очень долгое окончание. Айсвайн рекомендуется подавать охлажденным до 10-12 градусов в сочетании с легкими десертами или сам по себе. За 30 лет промышленного производства айсвайн в Канаде ни один урожай не был потерян. Пока что морозы таковы, что временами замерзает даже Ниагарский водопад. Ну окей, айсвайн, все понятно. А что еще, спросите вы? Не вопрос. Естественно, значительная часть виноградников отведена для международных сортов, как и во всех странах мира. Это в первую очередь шардоне, рислинг, каберне савиньон, пино нуар, каберне фран. И все они изумительны. Если вкратко в двух словах попытаться описать, то это Mid-Atlantic, будет четко узнаваемый стиль Mid-Atlantic, где-то посередине между лучшими представителями Европы и лучшими представителями Калифорнии. Приведу несколько цитат уважаемых в винном мире людей. Например, Эндрю Джеффорд, колумнист Decanter и World of Fine Wine Magazine. Очень часто шардоне, произведенные вне Бургундии, сложно пить, но только не шардоне из Онтарио. Или еще. Что мне нравится больше всего в шардоне из Онтарио, это отсутствие показушности, его мягкость и утонченность. Это скрытное вино, с которым вам необходимо провести время, чтобы понять. Или, например, Ян Дагата, на сегодняшний момент научный сотрудник для Vinitaly International, а ранее также колумнист для Decanter Magazine. Нет никаких сомнений, что канадские шардоне, в частности шардоне из Онтарио, это вино мирового уровня. Кроме международных сортов, стоит обратить внимание на, я бы назвал местные, или то, что практически стало местным. Это в первую очередь Видаль среди белых и Бака Нуар среди красных. Это оба гибридные сорта винограда. Видаль с легкими оттенками теплого калифорнийского шардоне, но будучи полусухим, за счет высокой минеральности он вас скорее поместит опять-таки в сегмент сухих вин. Бака Нуар – это гибридный сорт винограда между Vitis vinifera и местным сортом, распространенным именно который был распространен именно на этой территории. Я бы его поставил на уровень премиальных Каберне Франа и Зинфанделя. Он не полнотелый, очень шелковистый, причем чем дороже будет вино и чем лучше будет ягода, тем он будет более шелковистый, более ягодный и более нежный. Провинция Онтарио – крупнейший винодельческий регион Канады. А Diamond Estates Wine and Spirits, у которого мы сейчас находимся, крупнейший производитель VQA вин в Онтарио. Как видите, каких-то архитектурных премий за это строение винодельни, наверное, вряд ли получить. Да? Впечатляющие люстры, лестницы, подвалов здесь тоже не найти. Это новый свет. Здесь вы делаете шаг и оставляете след. То, что мы сейчас хотим вам показать, это обычная жизнь винодельни. Это не постановочные кадры.
И это возможно увидеть любому, кто живет здесь, в Онтарио, за $20 в составе организованной группы. В Канаде, чтобы иметь право называться Estates, необходимо обладать виноградником в 10 гектаров, его возделывать. Здесь он есть вокруг меня. Здесь выращивают мускат, очень нежный, мягкий, сбалансированный, который мы в скором времени надеемся вернуть на ваш рынок. Когда мы понимаем, что фрукт нужного нам качества, его привозят вот на эту станцию, где взвешивают, и берут последние пробы, для того, чтобы убедиться, что это нужный фрукт нужного качества для нужной нам партии вина. После чего ягоду отправляют на отделение веточек от ягод, которые нам ни к чему, они нужны для производства шампанского по классической технологии, по традиционной, нам они ни к чему, их отделяют. После этого виноград для красного вина измельчают и отправляют в таком виде в емкости, которые находятся внутри здания. Снаружи у нас не стоит емкостей, поскольку зимой очень холодно, и все находится внутри под постоянной температурой. Это несложно, но затратно. Итак, с красным вином мы разобрались. С белым вином немного сложнее, потому что это более деликатный продукт. Ягоду после отделения веточек отправляют в пресс для белых вин. Как он работает? Внутри него находится специальная подушка, которую постепенно надувают в зависимости от сорта винограда. Чем деликатнее ягода, тем меньше нужно приложить усилия, чтобы исключить контакт сока с водой. Сока с кожицей. Для айсвайнов нужен специальный фильтр, вертикальный, по типу такого, какие раньше использовались до изобретения всех этих магических машин. На этой винодельне он установлен на виноградниках, потому что по-другому производство организовать не получилось. Отсюда сверху можно оценить текущий размер бизнеса. 20 лет назад, когда винодельня начинала, она в первый урожай продала всего лишь 5000 10-литровых ящиков. Сегодня ежегодный объем превышает 300 тысяч 10-литровых ящиков. Видны различные емкости, бочковое хозяйство. Канадцы люди скромные, британская сдержанность в части, поэтому используют маленькие в основном бочки, которые дают не очень большое влияние на вино. Итак, когда винодел понимает, что вино готово, оно уже полностью перебродило, наступает время его фильтрования. Но перед этим на этой винодельне все вино, независимо от его ценового сегмента и цвета, пропускают через этот магический аппарат. Этот аппарат вынуждает наиболее нестабильные соли винной кислоты выпасть в осадок и убрать то, что может потом стать то, что называют винный камень. Такие кристаллики льда, которые иногда образуются в некоторых винах с течением времени. Как он работает? В этом аппарате все вино охлаждается до температуры, близкой к температуре замерзания, вынуждая тем самым эти соли выпасть в осадок и остаться на фильтре вслед за ним. Насколько нам известно, в Европе с винами базового сегмента подобной техники для вин базового сегмента не применяют. На Ниагаре, насколько нам опять-таки известно, таких аппаратов больше ни у кого нет. На этой винодельне, на которой параметры качества установлены выше даже самых минимальных требований VQA, абсолютно все вино проходит через этот аппарат. В итоге, в конце, мы наслаждаемся кристально чистыми, даже белыми, абсолютно прозрачными и безопасными винами. В случае с айсвайн небольшую емкость с вином просто выставляют на улицу, потому что дело это обычно происходит в феврале, в марте, и, как вы уже поняли, с морозами в этот период времени на Ниагаре все хорошо. То нам сегодня очень повезло, все работает. Да, это фильтр. После того, как вино остыло, охладилось, и все соли, которые могли выпасть в осадок в процессе выдержки и в процессе транспортировки, выпали, вино фильтруется на этом фильтре с ячейкой в полмикрона, после чего вино перекачивается либо в емкости, либо в бочки для выдержки. За всем процессом винодельческим следит команда виноделов. Они все местные, все выучились здесь в колледже неподалеку. И данные им поставляют для анализа лаборатория. Все посмотрели, осталась только линия розливый склад. Да? И самое удивительное, что несмотря на 20 лет существования этой винодельни, на многомиллионные обороты,
Линия розлива припаркована в трейлере за моей спиной, за этой дверью. То есть натурально это полуприцеп грузовика обычного, который, естественно, с поддержанием внутри температуры, но уже 20 лет линия розлива находится там. Конечно, изначально все было спланировано, все помещалось, но потом, когда принесли все маленькие емкости сюда, стали развивать линейку, линия розлива перестала помещаться. Со складом та же самая история. Здесь хватает только места на то, чтобы принести и привезти количество коробок на дневной розлив и потом увезти на партнерские склады. Но, как говорят, скоро здесь будет город-сад. Заколосятся сады, зашелестят деревья. А пока что можно купить акции этой семейной небольшой винодельни на бирже Торонто. Они там котируются с 2012 года, вот уже 9-й год, под индексом DWS. Итак, добро пожаловать на нашу вечеринку. Мы приступаем к дегустации. Сейчас мы попробуем некоторые вина, которые производятся на этом предприятии. И скажите мне, пожалуйста, какая экскурсия на винный завод обходится без дегустации? Правильно, никакая. Итак, начнем. Видаль Блан Moonlight Magic. Прекрасный соломенный цвет. Да? Все оттенки, присущие шардоне. Это яблоко, это какие-то маслянистые, какие-то ореховые оттенки. При этом у него присутствует природная сладость, которая выражается в том, что он получается здесь полусухим. И особенно, когда вы пьете, очень ярко поступает маслянистость, но высокая, также набираемая природная минеральность делает ваше послевкусие очень легким, создавая впечатление, что вы пьете на самом деле сухое вино, а не полусухое. Итак, следующий экземпляр у нас Unoaked Chardonnay под брендом 20 Bees. Что стоит отметить? Гораздо более прозрачный цвет, да? Очень чистая, очень светлая и легкая шардоне с ароматами яблока, персика. Очень прекрасное, чистое, светлое и легкое вино. Так, следующий экземпляр у нас Riesling, да? В том же самом линейке 20 Bees. Это просто трудовые пчелы, которые любят работать. Итак, Riesling. Такое же очень прозрачное вино, лайм. И что особенно, со временем начинает проявляться такие ноты, петрольные ноты, что вообще-то для молодого вина очень необычно. Он не полусухой здесь получается, он сухой, но не колюче сухой. Есть небольшая теплая нота, которая мне очень нравится и очень интересный, очень хорошо отражает землю, минеральность земли, известняк, которого здесь, как вы помните, очень много. Очень хорошо. Но, естественно, это очень легкое, прозрачное вино на каждый день. Сейчас мы попробуем сравнить два Бака Нуар с одной винодельней. Когда я впервые ехал, думал, ну как это возможно вообще, думаю, да? Ну в современном мире одна винодельня делает 2 или 3 вида Бака Нуар. Ну явно какая-то ерунда. А оказывается нет. Все дело в том, что фрукт поступает с разных участков земли, и он разный. И находит свое отражение в вине. Давайте пробовать. Сначала начнем вот этот бренд. Он давно продается, относительно давно продается в России. В Метро. Всегда, пожалуйста, доступен. Посмотрите, какой цвет. Это даже не красный. Это даже не бордовый. Это близкий к черному.
Это близкий к черному. И соответствующие ароматы черных фруктов, ну, например, сливы, чернослива, очень яркие. В нем есть тонинность, потому что это не совсем чистый Бака Нуар, это бленд с другим местным сортом не столь распространенным Маришал Фош. В Канаде допускается вынесение, как и в США, в Канаде выпускается вынесение лидирующего сорта в бленде на этикетку, если его доля превышает 85%. Здесь 80, по-моему, 6% Маришал Фош, Бака Нуар, простите, и 14% Маришал Фош. Здесь есть тонинность, здесь есть черные фрукты, есть красные ягоды, все это очень яркое и такой очень яркий аромат барбекю. В нем есть шероховатость, но при этом природно высокая минеральность не оставляет сладкого послевкусия, но при этом сохраняя долгое тело тепла, присущего полусухому вину. Это тоже полусухое вино. Но, повторюсь, минеральность убирает тяжесть абсолютно. Окей, продолжаем. Итак, на очереди у нас по-прежнему Бака Нуар. Бренд называется Serenity, блаженство. Это новая линейка, скажем, не в базовом диапазоне, как предыдущие, которые мы пробовали, но и не премиальная. Скорее, вполне обычные цены для вина из Онтарио. Что сразу бросается в глаза, оно менее черное, менее такое, более к насыщенному темно-бордовому, к вишневому. Более сдержанные ноты, уже правильнее будет сказать ноты черных фруктов, ну, чернослива и черных слив. Ощущаются ноты сладости. По всей видимости, это будет чуть более сладкое вино. Во вкусе более ярко выраженные в сравнении с предыдущим красные ягоды. Гораздо меньше тонинов. Ну да, оно действительно оставляет первое впечатление сладости, но вот пока мы с вами, я эту фразу говорю, минеральность эту сладость убирает, опять-таки переводя вас в сегмент сухих вин. Это очень хороший представитель для любителей Зинфандели, как альтернатива. Очень интересно. Пожалуй, кроме Бака, мы решили не включать пока сюда там традиционные Каберне Савиньон, Мерло, Пино Нуар, там все такое, да, и другие красные сорта. Мы решили ограничиться Каберне Франом. Цвет менее насыщенный, чем у Бака, более, ну не прям не красноватый, но все-таки какие-то легкие бордовые, вишневые оттенки. Очень спелые вишни, что говорит о том, что фрукт дошел до максимальной спелости. Очень интересно, потому что во вкусе есть complexes, есть специи, но не яркие, то есть выдержка в бочке, она не принесла какой-то ярко выраженной бочки, нам принесла сложность и легкие оттенки. Ну что, у нас остался один последний представитель, хедлайнер сегодняшнего нашего концерта. Видаль Айсвайн. Что может быть лучше на десерт? Ничего. Только два Видаль Айсвайн. Именно это вино, именно этот урожай 2017 года получил от журнала Decanter золотую медаль и 96 баллов из 100.
урожай следующего года, 18-го, который на сегодняшний момент в этой этикетке доступен в магазинах Метро также в России, получил от журнала Decanter золотую медаль и 95 баллов. Вот чуть похуже стало, да? Но что еще стоит отметить, что если бы, наверное, мы не подписали Метро 2 года назад, то этих медалей бы от Decanter не получилось, потому что, как я уже говорил, канадцы люди скромные, не любят особенно к себе внимание привлекать, и поэтому лишний раз на винные конкурсы за ненадобностью вина просто не заявляют. А поскольку мы подписали Метро, поскольку туда начались поставки, то решили каким-то образом помочь и заявили на пару конкурсов вино. Вот теперь мы имеем 96 и 95 баллов из 100 за 2 подряд урожая Видаль Айслайн от этой винодельни. Ну, я не могу назвать, не могу подобрать слов. Не могу. Но, на самом деле, очень сначала приторность, вот прям натурально приторность, текучая, как будто вы пьете сироп. Потом все те же самые тропические фрукты. Я ощущаю специи определенные, остроту. Но самое главное, что к моменту, когда вы его проглатываете, высокая минеральность не оставляет от этого и следа. То есть весь вкус у вас как бы на первой стадии, а потом как будто бы вы выпили глоток сухого вина. Вот такая вот магия в Канаде. Вино. Все, на этом все. Пора домой. Ну что, пора прощаться. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что поддерживаете нас и наших партнеров в ваших городах. Будет желание и возможность, приезжайте. Мы вас обязательно встретим, накормим, все покажем, все расскажем. И обязательно проводим, если захотите.